Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад. Сегодня целых 2 пакета. Большие надежды возлагаю я именно вот на этот пакет. Второй пакетик взяла в довес, в нагрузку. Скажу честно, они почти одинаково весят. Эти пакеты из другого магазина. Тоже ценовая политика была мне там непонятна. В общем, этот пакетик стоил мне $13, этот пакетик $10. Ну, будем искать. Надеюсь, что что-то интересное сегодня тоже удастся нам найти. Если получится длинное видео, то разделю на 2. Откроем один пакетик сегодня, а следующий пакетик, возможно, откроем в следующем видео. Увидите, посмотрите. Да, перед началом хочу поднять вам настроение, показать хочу вам вот такую весеннюю шкатулку. Это ландыши светлого мая. Привет! Шкатулка невероятная, шкатулка музыкальная и музыка. Здесь украшения именно бирюзовые, голубые, но такая шкатулочка. Ну, давайте начнем с разбора пакета. Первый пакет большой, как я уже сказала, стоил чуть дороже. Рассматривала, разглядывала, увидела, что есть вещицы с ценниками. В общем, что-то непонятное увидела, цепи. Ну, в общем-то, и больше ничего, собственно, и не увидела. Ну, и жемчуг какой-то тоже непонятный. Надеюсь, нас этот пакет сегодня не разочарует. Так, вот в этом магазине я считаю, что неудачная, скажем, неудачный способ упаковки. Думаю, что вот эти вот пупырышки совсем ни к чему. Там они лежат спокойно, они не транспортируются. В общем, как-то неудобно. Во-первых, рассмотреть невозможно, что в этом пакете. Я перед покупкой стараюсь что-то рассмотреть, разглядеть слепую, совсем уж прям хватать и бежать я не собираюсь. Конечно, это небольшие деньги, но все-таки хочется и себя порадовать, и вас порадовать. Так, и в этом пакете я вижу, что все в пакетиках маленьких, так что давайте приступим. Что останется на шедевр, до сих пор еще я не знаю, не определилась. Ну и давайте разберем первый пакетик. Не знаю, почему упаковали каждый предмет в пакеты. Здесь нет ценника. И это жемчужная нитка. Так, немного отодвинем. Приятная нитка, очень красивого цвета, с розоватым оттенком. Мне вообще нравится жемчуг независимо от его оттенка. Также и желтоватый такой песочный оттенок жемчужин тоже очень приятно брать в руки. И вот такой розоватый жемчуг. Не думаю, что это натуральный жемчуг. Стеклянные бусины, покрыты вот таким толстым слоем перламутра. Кстати, перламутр в отличном качестве, в отличном состоянии. И вот такие застежки тоже часто встречаются. Относится, я думаю, что именно вот эта нитка к 70-м годам. Как застегивается вот так. Ну, я не считаю, что это совсем как удачный вариант застежки, но тем не менее говорит о возрасте украшений. Так, маркировки нет. Бусины собраны через узелок. Так, узелок, нитка. Но сами бусины в очень хорошем состоянии. Нет сколов, нет потертостей. Вот так выглядят сами бусины. Нитка длинная. Ну, думаю, что это все-таки 70-е годы. Если ошибаюсь, поправляйте, пишите свои комментарии. Так, идем в следующий пакетик.
стоил 88. И здесь, по-моему, сборная солянка. Давайте будем эту солянку разбирать. Так, первое, что я вижу, это шармик. Кстати, шармы тоже бывают с маркировкой. Здесь на этом шарме тоже есть маркировка. Так, давайте близко вам покажу. Кстати, кто-то пишет, что удобно демонстрировать и рассматривать, скажем, мне удобно демонстрировать, а вам удобно рассматривать вот таким образом. Мое ноу-хау. Думаю, что другие блогеры, те, кто именно показывает украшения винтажные, как сказать, возьмут мой опыт и мой вот такой эксперимент себе тоже на заметку, и тоже в скором времени начнут многие блогеры так показывать. 925 проба. Естественно, это сама основа металлическая, ну, серебряная. Но очень интересный сам стеклянный элемент. Вот, когда рассматривать его вот таким образом, он выглядит прозрачным. А под наклоном он совершенно по-другому выглядит. Центральная часть, внутренняя, вернее, часть с подложкой. Причем подложка разных оттенков. И вот такой эффект интересный создается. Тоже, я знаю, современные есть и пусеты, серьги в такой же технике выполнены. Но я думаю, что это что-то современный, такой шармик. Пусть будет. Так, следующее, что в этом мешочке также находилось, это сережка, а это серьги, причем серьги двухсторонние, в отличном состоянии, такой современный дизайн, и есть маркировка. Так, минуточку, перевернем, и это Avon с копирайтом. Ну, всем известная компания Avon не занималась производством бижутерии, украшений у нее не было, я думаю, что и не будет собственного производства украшений. Она заказывала свою бижутерию у известных дизайнеров, компании марок, и вполне возможно, что некоторые из украшений, маркированные Avon, принадлежат известным дизайнерским компаниям. Ну, то, что они на разные ушки, то это уже показатель хорошего качества. Останавливаться не буду на них. Идем дальше. Следующий предмет это насадка на пуговицу. Тоже часто встречается вот такой стиль украшения. Это насадка, надевается на... Как она расстегивается? Сейчас. Да, она открывается, надевается на пуговицу, защелкивается. И вот такая нарядная пуговица. Можно на рубашку, на верхнюю часть планки, да, закрепить это. Стеклянный кристалл. Очень красивый зеленый оттенок. Маркировки нет. Но очень красивая вещь. Если есть базовая, скажем, блузка белая, черная, любого оттенка, то она может, скажем, легким движением руки превратиться в вполне себе нарядный блузон, нарядную рубашку. Ну, красивая. Красивый кристалл, очень красивый. Так, идем дальше. Что тут у нас? Извините. Так, это серьги. Из таких крученных проволочек собранные косы. Так, маркировки не вижу. Но часто на таких сережках, кстати, похоже на серебро. Маркировка может быть и на самом
стерженечки. Здесь я маркировки не вижу. Такие вот обычные, плетеные, на каждый день серьги. Тоже на них не буду останавливаться. Идем дальше. Следующие серьги простецкие такие, но в таком стиле интересном, как это, кельтские, да, узоры, кельтский орнамент. Такие миленькие, меленькие. Думаю, что маркировки на них нет. Маркировки не вижу. Ну и на серебро они, честно говоря, мало похожи. Так, что у нас из этого пакета? Все разобрали. Идем дальше. $1.98 стоил этот пакетик. Здесь вот такая цепь. Тоже цепи вот в таком стиле часто встречаются. Одинаковые длины, 3 нитки. Интересное плетение. Но отличное состояние у самой цепочки. Так. Маркировки нет. Иногда маркировка бывает вот на вот этой части бочонка, да. Либо внутри, это на магните. Часто, как я уже сказала, встречается. Иногда маркировка бывает либо по каемке в внутренней части, либо на самом магните. Здесь нет маркировки, почистить нужно. Пыльное украшение. Ну, такие застежки мне, кстати, очень нравятся. Быстро надевается украшение без, скажем, поиска петель и всего такого. В отличном состоянии цепочка, и она такого яркого желтого оттенка. Камера очень хорошо передает цвет, и эта цепь очень яркая. Кстати, вот подобного стиля цепи можно также надевать и, между прочим, они, видите, разной длины, как оказалось. Надевать и, вернее, подвеску какую-то определять можно, просто перекручивать и вот таким образом. Да, легко сказать, да, но трудно сделать. Какая-то она, скажу честно, корявая, что ли. Вернее, сам стиль вот этих звеньев, он очень такой жесткий, плотный, видите, и если вот его скручивать, то как-то коряво, неудачно получается. Думаю, что я неправильно решила его так скрутить. Думаю, что лучше всего просто, чтобы сама цепочка была вот в свободном таком положении, потому что она не совсем одинаковой длины. Все цепи, вернее, не совсем одинаковой длины. Но такое себе часто встречающееся украшение. Так, идем дальше. А вот это вот, я думаю, что могло бы быть шедевром сегодняшнего видео. Это брошь. Цены на самом пакетике нет. Так, минуточку. Главное, чтобы без потерь, хотя я вижу, что потери уже есть. Это брошь, чертополохи, либо ягоды какие-то, я не знаю, но очень похоже на Сара Кавентри. У меня что-то похожее есть, по-моему, там только другого оттенка сами эти бусины. По-моему, там какие-то бордовые бусины. Так, и это без маркировки брошечка. Ну, действительно, очень уж она похожа на Сара Кавентри. Возможно, я просто не нахожу маркировку, мои дорогие. Если вы видите лучше, чем я через камеру, вот так вот покажу вам через стекло, то, пожалуйста, напишите. Возможно, я не вижу маркировки. И, вы знаете, есть потери
Ну, как сказать, восполнить эти потери, думаю, будет проблематично. Уж очень такой цвет прям алый у этих бусин. И бусины, они без дырочек. И это пластик. Ну, красивая брошь. Думаю, что надо ее восстановить, либо как-то симметрично поставить сами эти бусины, распределить. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли у вас идеи, варианты, как можно восполнить эту брошь? Можно, кстати, вот сейчас идея пришла, заменить вот эти бусины, переместить и полностью заполнить ягоды. А на места, где как бы предполагаются листочки, можно вот эти места вроде пополнить либо Аврора Бореалис, либо, может быть, другие по оттенку, но схожие по размеру бусины подобрать. У меня вот такая мысль есть. Жду ваших идей. Тоже, пожалуйста, напишите. Да, и вижу, также есть потери вот в верхней части. Тоже отсутствует. Ну, да, стоит над этой брошечкой поработать. Я думаю, что она того стоит. Брошь старая, но в хорошем состоянии, не считая вот отсутствия нескольких этих бусин. И вот сейчас, глядя на эту брошь, я думаю, что ее вполне можно надевать и как кулон. Вот этот вот кольцо, вот этот крючок, думаю, что не зря все-таки он тут присутствует. Скажу честно, он не пришей кобыли хвост, да, он как бы самостоятельно, видите, здесь припаян. И думаю, что предположительно эту брошь также можно надевать и как кулон. Что вы тоже поэтому думаете? Видите, он вроде как эстетической функции никакой не несет. То есть это не листок, не лепесток, не веточка никакая, а именно вот прям явная такая петля. Возможно, можно надевать и как подвесочку. Но брошь красивая, очень красивая. Ее надо, конечно, помыть, почистить. В момент мытья броши я теперь отношусь к этому очень аккуратно. Хотя в свое время я тоже снимала видео, как чистить правильно украшения. Но кто не смотрел видео, где я расплавила практически антикварную брошь в жидкости для снятия лака, тоже советую посмотреть, чтобы вы таких ошибок не делали, какую сделала я. Так что буду чистить украшения еще более, скажем, аккуратно. Ну, как шедевр, думаю, вполне брошь достойный, хотя у нас есть еще мешочек. Давайте приступим к разбору. Возможно, здесь тоже есть какой-то достойный предмет, но не знаю, будем искать. Так, здесь что это? Угу. Так, ну, вижу два браслета. Они как бы собраны в комплект. Но я сомневаюсь, что это совсем комплект. Поближе рассмотрим. Ну, такие браслеты часто встречаются на резинке. Резинка немножко уже растянута, крупненький и такой меленький, нужно почистить. Но в носке эти браслеты удобные. У меня тоже есть такой похожий браслет, тоже вот таким образом звенья соединены. Так, ну и следующее украшение — это колье. Что с ним не так? Так, а с ним все так. Надо только застегнуть правильно. И я думаю, что вполне удачно это колье, цепь собрана. Вернее, не зря они находятся, эти браслеты, вместе с этой цепью, сказать нет, но с этим колье в виде цепочки. Нужно чистить, и думаю, что вполне достойное украшение. К тому же есть маркировка. Так, сейчас маркировочку рассмотрим. ЕТС с восклицательным знаком. Скажу честно, не знаю, что это. После того, как
отсниму видео, обязательно зайду в интернет, погуглю, поищу. И цепь, вот это колье мне на самом деле понравилось, вполне современное, не могу точно сказать, к какому периоду относится. Вполне возможно, это маркировка относится к какой-то марке одежды. Часто так бывает, что компании, производящие одежду, модные какие-то дома, они попутно и занимаются производством украшений, чтобы собирать полностью комплекты и тем самым увеличивать свои продажи. Но, на мой взгляд, все-таки на шедевр это колье не тянет. Думаю, что остается шедевром сегодняшнего видео, сегодняшнего поиска именно вот эта брошь. Напишите, согласны вы со мной или нет. Если есть какая-то у вас дополнительная информация, обязательно ей делитесь, поправляйте, делайте замечания так, чтобы мои видео стали более качественными. Я с огромной благодарностью отношусь к вашим конструктивным предложениям. И, мои дорогие, всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Да, и не забудьте, что в следующем видео будем разбирать вот этот пакет. Думаю, что этот ролик получился не таким коротким, как я предполагала. Ну и разберем пакетик следующий. Всем всего хорошего. Теперь пока-пока.